Всем привет! Мы долго время тратить не будем на всякую болтовню, поэтому сразу же переходим к практике. Как построить натальную карту? Я в рамках нашего интенсива предлагаю воспользоваться сервисом Sotis Online. Он есть и на мобильных устройствах, и на ноутбуках, компьютерах, кому как удобно. Первым делом заходим в раздел «Гороскоп», «Одинарная карта», на данном этапе и строим свою натальную карту. Для этого нам нужно ввести свое имя. Можно вообще ничего не вводить, можно поставить любую букву, потому что на расчеты это не влияет. Дату рождения, день, месяц и год. Здесь я обращаю ваше внимание, что если в ваших документах есть какая-то ошибка, связанная с вашей датой рождения, вводите свою реальную дату рождения в тот день, когда вы явились на свет, а не ту, которая там, допустим, по какой-то причине вдруг записана у вас с ошибкой. Итак, точное время рождения – это важный пункт, но зачастую он у многих бывает подвешен. Классно, если вы можете попробовать найти это время, либо хотя бы уточнить плюс-минус 30 минут, это уже будет лучше, чем совсем ничего. Но если такой информацией вы не владеете, не расстраивайтесь, для вас тоже будут пометочки, и всегда вы можете обратиться к астрологу за ректификацией для того, чтобы определить ваше время рождения. Вообще, в принципе, ректифицированное время рождения – это самое точное, самое правильное. То есть я, допустим, своим клиентам без ректификации, даже если у них бирочка есть у роддома, не работаю. Я всегда делаю ректификацию, она у меня является как подарком к моим консультациям. Я никогда за это дополнительные средства не беру, потому что я считаю, что без ректификации моей собственной я работать с картой человека просто не имею никакого права. Итак, место рождения – это ваш город рождения, это ни в коем случае не место вашего переезда какого-то, релокации. Это именно тот город, в котором вы родились. Если вашего города нет в списке, вы спокойно можете ввести ближайший крупный город, либо, если сильно хотите заморочиться, можете ввести координаты вручную, там есть такая возможность. Итак, далее мы строим, проверяем, чтобы тип карты был натал, обязательно, и нажимаем кнопочку «Ок». Все, ваша натальная карта построена. Если все-таки время никаким образом узнать не получается, вы обратились там в архив. Вот, кстати, вот если вы родились до 90-го, вы уже пытались обратиться в архив роддома, и вам сказали нет, то обратитесь в городской архив. Скорее всего, там информация о времени вашего рождения сохранилась. Если вы будете обращаться все-таки за профессиональной ректификацией, хотя бы какая-то информация должна быть собрана. Но в рамках сейчас нашего с вами занятия поставить время 12 часов, это такая некая условность, которая была между астрологов, такая договоренность, и ставить галочка космограмма. В таком случае свой асцендент и дома вы не учитываете. А что же первым делом мы можем в натальной карте посмотреть? Это асцендент, Солнце и Луна. Асцендент есть у тех, у кого есть более или менее точное время рождения. Смотрите, если ваше время рождения очень неточное, вы можете попробовать его подвигать, да, когда строите карту, и посмотреть, насколько улетает ваш асцендент. То есть меняется ли он в рамках того окна времени, которое вы знаете. Если у вас есть бирочное время, если хотите заморочиться, вы можете плюс 10-15 минут тоже попробовать его подвигать, посмотреть, меняется ваш асцендент или нет. То есть асцендент – это куспид первого дома, и дома мы знаем только в том случае, если знаем наше время рождения. Асцендент – это про наше физическое тело. Мы далее более подробно это рассмотрим, но это такая важная точка в карте, желательно ее все же знать. Итак, солнышко – это наш знак рождения, это то самое, про что мы говорим, когда нас спрашивают, а какого ты знака зодиака. Мы говорим, там, я Овен, я Козерог, я Стрелец, я Водолей. То есть это наше солнышко. Луна. Луна – это тоже такая важная часть. Я на самом деле всегда начинаю карты разбирать солнышко. Почему? Потому что это наша эмоциональная, бессознательная часть, такая материнская, детская материнская. Это то, что в нас заложено и внутриутробно уже, и, скажем так, родовыми программами, системами, то есть тем, что мы называем родовыми сценариями в психологии. Луна – это такая важная наша часть. И уже синтезировав 3 эти точки, мы уже что-то можем сказать о себе, либо о человеке, с которым мы общаемся. Уже понимать, где у нас солнышко и луна, и что-то говорит о человеке. То есть солнце – это то, как человек проявляется, луна – это то, что у него внутри. Это важно, и мы уже больше знаем о человеке, чем просто, ой, да он телец, да какой-то он не такой телец. А почему он телец? А может, у него луна-то где-то, допустим, в Скорпиончике или в Козерожике. Итак, как найти планеты и дома? На самом деле все просто. Наша натальная карта – это как некий такой пирог, который поделен на 12 кусочков равных. Это знаки зодиака, да, это вот те самые там я Стрелец, я Козерог, я Овен. И на 12 домов. В моем случае, как я работаю, неравных кусочков нашего пирога. Обратите внимание, сейчас даже вам покажу
мышечкой, обратите внимание, что все куспиды домов подписаны. То есть здесь все просто. Куспид — это, так сказать, ворота нашего дома. То есть это такая стеночка и ворота. Планеты наши действующие, актеры, как мы их условно называем, они находятся внутри знака и внутри дома. Обратите на это внимание, что не только внутри знака, то есть вот обратите внимание, смотрите, вот Плутончик у нас находится в Скорпионе, и где? В МЦ. МЦ — это на что смотрим? 10-й дом. То есть у нас он в 10-м доме. Так, давайте еще попрактикуемся. Допустим, Луна у нас находится в Раке, где? В 7-м доме. Вся нумерация идет, то есть асцендент, вот он пошел второй, вот пошел третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И вот 7-й до 8-го. То есть Луна у нас находится в 7-м доме в Раке. Все на самом деле просто. То есть внешний круг — это нумерация домов. Рядом с каждым домом у нас есть циферки маленькие, это градус, в котором находятся ворота нашего дома. Следующим кругом идут знаки зодиака. Дальше мы видим планеты. Вот в следующем круге у нас расположены планеты. И планеты расположены внутри домов, и дома вот эти вот, видите, вот на каждом стеночке, на каждом вороте нашего дома есть циферка, которая показывает, как называется данный дом, какой номер он имеет. Дальше у нас идет круг с аспектами. Все очень просто. В данном случае наш Плутончик прекрасно тригончиком общается с нашей прекрасной Луной. Они дружат и чувствуют себя вместе прекрасно. На этом все. Данный урок. Встретимся в следующем.